Пес по имени Кубик провел в питомнике достаточно много времени, целый месяц. Жизнь его не была приятной. Остальные жители приюта отчего-то отнеслись к Кубику плохо. Другие собаки лаяли на него и даже пытались укусить, когда предоставлялся такой шанс. Волонтеры отселили пса в отдельный вольер, чтобы избежать таких ситуаций. С воспитанием у Кубика было плохо. Он любил людей и всегда ласкался к ним, но вел себя далеко не лучшим образом. Волонтеры говорили, что Кубик просто нуждается в заботе и занятиях. Так все может прийти в норму. Кто знает, были ли они правы. Однако Кубик был действительно умным и талантливым псом. Все, что ему говорили, он усваивал невероятно быстро. Но забрали его из приюта вовсе не за эти заслуги, а за то, каким грустным и милым он был. Новые хозяева моментально пошли оформлять документы после того, как посмотрели на Кубика. Они подготовили все к приезду нового члена семьи, от мисок до подстилки. Обустроили двор, в котором Кубик должен был жить. В первый свой день в новом доме пес все время держался около хозяев, радостно лаял, демонстрируя свою радость. Но вечером случилось нечто неприятное. Хозяин бросил свои кеды у порога. Не вполне ясно, чем они привлекли внимание собаки, но Кубик тут же утащил один кед в огород и закопал на грядке с капустой, а второй разорвал на маленькие кусочки. Это удивило и расстроило хозяина, который быстро обнаружил пропажу. Кубик сразу показал, что осознает свою вину. Он подполз к мужчине и смотрел на него очень виноватыми глазами. «Только не отдавай меня обратно в приют. Умоляю. Я больше не буду». Вот что можно было прочесть в глазах несчастного пса. Никто не смог бы остаться равнодушным к подобному. Хозяин не стал даже толком ругать пса. Тот выглядел слишком жалобным. Он выбрал другую пару обуви и пошел к машине, собираясь поехать по делам. Кубик пополз за ним и улегся возле колеса. Пес явно считал, что его сейчас повезут обратно в питомник. Но этого не случилось. В следующие дни Кубик очень радовался, ведь его не отвезли в приют и даже не стали бить. Он не сразу поверил, что все может быть так хорошо. Но когда осознал, перестал смотреть на хозяев таким грустным, испуганным взглядом. С тех пор Кубик никогда не прикасался к обуви. Он выучил урок и сделал выводы из своей ошибки.